Итак, давайте смотреть такую небольшую коробочку от Hobby Boss под названием V150. Команда с 20-миллиметровой пушкой. В общем, такой набор вот от Hobby Boss изображает из себя бронемашину Cadillac Cage команда. Артикул, будет ли видно, не знаю. С трудом видно, но артикул 82420. Небольшой такой набор, соответственно, Hobby Boss, который, собственно, является саббрендом концерна Trumpeter. 2008 год, начало линейки этих машин. У Hobby Boss целая линейка этих машин, которые практически, наверное, ну если не во всех возможных вариантах, то, наверное, в большей части возможных вариантов выпущена. И вот конкретно эта машина, по-моему, вот конкретно эта коробка там 2009 года разработки. То есть, в принципе, модель не такая уж старая, всего лишь там может быть 10 с чем-то лет ей. Так вот, значит, что по прототипу, что за машина такая? Да, это бронемашина, разработана фирмой Cadillac по заказу американской армии в 62-м, по-моему, году, то есть середина, в общем-то, 20 века. Машина изначально имела, ну, точнее, не изначально, имела несколько версий по ходу своего производства. Первая версия называлась V100, с V150 была еще V200 версии, по-моему, версия Scout. Вот конкретно V150 это уже была апгрейдженная версия, она выпускалась с 1972 года, ну и более поздние версии, они еще позже существовали. В принципе, машинка такая не новая, ну такая вот где-то пика холодной войны, что-то такое. Машина, собственно, ну, видно, что она даже немножко по внешнему виду похожа на наш БРДМ. В принципе, похожей задумкой разрабатывалась, хотя не совсем такой. То есть, это как разведывательная машина, машина десанта, небольшое количество перевозки. То есть, там в десантной версии, по-моему, до 10, по-моему, или 12 десантников можно было перевозить. Машина какой-то огневой поддержки, в зависимости от того, какое вооружение устанавливалось. То есть, машина для полицейских операций, ну, командно-штабная машина, и вот такие вот примерно функции она и выполняла. Соответственно, версии были разными, в рамках 3 озвученных версий были версии, собственно, с разными вооружениями, как бы все версии перечислять долго, но там была машина и просто пулеметным вооружением без башенки, и с башенкой там сдвоенные пулеметы спаренные, и версия, вот как здесь, 20-миллиметровой крупнокалиберной пушкой, была версия вообще с крупнокалиберным орудием, там, по-моему, не помню, 90 что ли миллиметров, что-то около того. В общем, эксплуатировалась машина достаточно долго. Армия США, она в частности, очень активно эксплуатировалась во Вьетнаме, но в основном армии США конкретно не для боевых фронтовых операций, а в основном для всяких тыловых, там, полицейских, военной полиции, охранных мероприятий, каких-то патрулирований, антипартизанских каких-то, может быть, действий, там, разгона каких-то демонстраций и так далее. В частности, кстати, и на своей территории Соединенных Штатов эта машина полиции в невооруженном варианте тоже использовалась как машина поддержки при работе там с разгонах всяких демонстраций, волнений гражданского населения и так далее. Ну и, в принципе, во Вьетнаме, как поучаствовать, наверное, в боях, она единственная, возможно, успела на службе у Южно-Вьетнамской армии, куда были поставлены определенное количество этих машин. Ну и помимо этого, кроме США, за 20 век была куча эксплуатантов, которым по экспорту эта машина отправлялась. Но вот видно, что помимо, что похоже визуально немножко на БРДМ, да, в принципе, машина, кстати, тоже плавающая, по-моему, все ее версии были плавающими, хотя я точно не уверен. Но вот она помимо БРДМ еще могла, в принципе, десантный отсек, вроде в БРДМ, по-моему, не было такой ориентации именно на десант, но вот тут конкретно 10 десантников, вот боковая специальная дверь для них была, и, ну, вот опять же, эта машина с дымовыми гранатометами и с 20-миллиметровой пушкой. Так, это, собственно, что по прототипу. Что у нас на боковиках? Не совсем, да, понятно конкретно, что на бокс-арте за вариант, под какую страну, то есть написано V150 команда, собственно, официальное название Cadillac Cage команда, а в армии США она, по-моему, M907 маркировалась или как так. Конкретно, что это за машина и какая-то сторона, неизвестно. На боковиках вот нарисовано, что есть вплат отравления, проекция в зеленом цвете с одной стороны, и, собственно, на другом боковике
та же самая окраска, тоже с другой стороны. Ну, так что можно нырять, собственно, в коробку и смотреть, что у нас там. В коробке, в принципе, все по-трампетерски, характерно для их вот таких средних по времени наборов. То есть не самые древние, самые примитивные, а такие уже видно, что продвинутые, скажем так. Значит, в коробке у нас пакеты отдельные для литников с пластиком. Как минимум 4 штуки их тут, пакетиков. Значит, верх и ванна корпуса отдельные. Вот так заботливо перемотаны какой-то демпфирующей тут пленочкой. Прозрачный пластик, соответственно, он в наборе есть, все нормально, его достаточно, кстати, много. Колеса из резины такого подобного винилового материала в отдельном пакетике. Плата фотоотравления, это какая-то цепочка, кстати, помимо фотоотравления. Ну, скорее всего, декали тоже где-то там у нас. Инструкция и схема цветной окраски. Как обычно, начинаем с бумажной части. Инструкция, значит, боксар повторяет. Никакой исторической справки у нас по традиции трампетер не дает. Какие-то предупреждения, рекомендации тут. И, собственно, она начинается в виде такой сложенной гармошкой книжки. Что у нас здесь? Ну, такая, в принципе, характерная для трампетера для трампетера, ну, такого средне такого развитого уже такого трампетера, то есть достаточно, в принципе, должна быть качественно понятная инструкция. По шагам тут не очень много деталей на каждом шаге, то есть, по идее, как-то несложно. Значит, видим, что у нас днище корпуса одна деталь. Я так понимаю, у нас есть какой-то интерьер в машине, несмотря в целом на то, что машина конкретно в этой версии у нас вроде бы как полностью закрытая, с башенкой достаточно развитой. Но я так понимаю, так как были версии и с открытым верхом, то есть определенные там такие машины были с пулеметным вооружением, то, видимо, интерьер они решили оставить какой-то. То есть видно вот сидушки для экипажа, видимо, какая-то вот часть тут вроде как что-то похожее на... Но это не двигательная установка, какие-то агрегаты здесь установлены, какие-то рычаги управления. Вот, наверное, вот это двигательная, скорее всего, установка. Похоже, она там должна. Вот видно, что все довольно много по интерьеру. Ну, не то чтобы прям сильно много, но есть тут органы управления, соответственно, водителя, механика-водителя. Так что, в принципе, какой-то интерьер есть. Я уж не знаю, насколько он подробный. Тут, скорее всего, не очень подробный. Ну, теоретически, наверное, это означает, что какие-то внутренние, вот, например, боковые люки десанта, наверное, можно будет, в принципе, открытыми сделать, так что, в принципе, что-то там в машине будет видно. Значит, вот здесь уже у нас, я так понимаю, происходит стыковка верха и низа корпуса, как-то невзначай это происходит, собственно, просто тут они вот состыковываются. Видно, что что-то мы подсверливать должны. Ну, для трампетерских наборов это, кстати, не новость. Частенько приходится что-то подсверливать. Да, совмещаются вот две половины корпуса. Они крупными деталями сделаны, соответственно, каких-то особых проблем с этим не будет. У трампетера, в принципе, с этим довольно часто все хорошо. Ну, в плане того, что крупные детали, они сходимость там нормальная, как бы, и проблем особо не бывает, экономит наше время. Значит, дальше переходим сразу к ходовой части. Вот тут мосты у нас собираются в несколько деталей. Это рессорная часть, подвеска. Также, я так смотрю, частично шанец у нас на кормовую часть тут же крепится. Так, что у нас, значит, по мостам? Насколько я вижу... Так вот, собственно, у нас переходим дальше. Ходовая, мосты крепятся на рессорные эти узлы. Что-то тут, в принципе, достаточно все простенько выглядит. Не вижу пока, ну, тут, соответственно, продолжают скрепиться вот эти самые колесные элементы. Соответственно, не вижу, чтобы была какая-то речь о том, чтобы были подвижными узлы подвижные для передних колес. Похоже, они не подвижные. Вот это задний узел, вот это передний, то есть вот этот шаровый элемент, подразумевающийся, но в плане как что поворотный даже, да, вот тут рулевое управление тут у нас соединяется, но никакой вроде как все склеивается намертво, так что у нас, скорее всего, я так подозреваю, из коробки у нас подвижных передних колес поворачивающихся не будет. Соответственно, дальше у нас собираются колеса, вот из виниловой части, диски из двух половин тут, собственно, у нас образовываются. Вот это у нас подсборочка, я так понимаю, с канистрой или с канистрами.
Значит, вот это у нас часть люки передние. Насколько я понимаю, не знаю, что там было под этими люками, были ли стекла или просто они напрямую вели в салон. Непонятно, ну, так понимаю, опций на открытие вот этих передних люков у нас вроде как нет, если они должны были быть открывающимися. Но взамен этого у нас вот эти все вот смотровые приборы, в принципе, большое количество прозрачных деталей в комплекте, они, в принципе, все будут устанавливаться на свои места и имитировать что-то краской или какими-то другими способами вроде как не придется. Вот дополнительные лючки тут всякие появляются, верхние, боковые, тут вот маленький лючок, канистра та самая, колеса. Я так понимаю, даже вращающихся колес у нас не будет, потому что нет опции делать их вращающимися, насколько я понимаю, но это как раз особо-то в принципе никому и не нужно. Но поворачиваться они у нас тоже не будут, осветительные приборы тут какие-то ставятся, вот такое вот все это продолжается. В целом, да, в основном дальше идет работа со всяческой мелочевочкой, дополнительно лючки детализируются прозрачными элементами. Доставляются все на модель, какие-то крышки двигательных отсеков тут дополнительные, вот задний какой-то, видимо, тоже десантный отсек. Вот да, двигатель с одной стороны, как бы вот эта часть, видимо, она в принципе могла и как для выгрузки десанта. Вот, собственно, у нас тут эти створчатые люки десантного отделения боковые. С двух сторон они, насколько я помню, одинаковые. Детали для зеркал заднего вида, насколько я понимаю, по-моему, в наборе у нас вроде как нет никакой симуляции какой-то там отражающей пленки для зеркал, так что в принципе все краской, лаками и так далее. Значит, опять же, вот куча, очень много, видимо, лючков на модели всяческих, вот это, я так понимаю, основной наблюдательный. Ну, в принципе, вот эти люки, да, они не наблюдательные, это просто люки для, так понимаю, командира и, наверное, ну, командира или кто там должен сидеть рядом с водителем, водителя просто для покидания машины там или какого-то осмотра, то есть они не как смотровые, да, для, как на БРДМ. А вот прибор обзора, они, собственно, вот этой передней части, я так понимаю, вот крупное присутствует. Дополнительно вот канистры еще с других сторон крепятся, несколько канистры, две детали, 2,5, шов будет, наверное, ну, в принципе, ладно. Еще какие-то посветительные приборы, значит, много деталировки именно корпуса, да, и, соответственно, вот дополнительные какие-то обрешетки осветительных приборов, я так понимаю, они сделаны не фототравлением, а данные в пластике, то есть кого-то беспокоит, толщина, возможно, будет не копийной, ну, приходится, так сказать, с этим смириться. Значит, и начинается у нас башня. Башня, собственно, тоже у нас из двух ну, точнее, не совсем из двух, наверное, с трех крупных элементов дана под антенны вот эти стойки. Собственно, тоже тут прозрачный пластик, я так понимаю, присутствует для люки. Люки, ну, не вижу я по люкам опции открывания, в плане, не знаю, можно будет как-то симулировать. Там внутрянка башни вообще не совсем понятно, но я, насколько понимаю, если она какая-то есть, по-моему, внутрянки башни у нас особо-то, собственно, и нет. Поэтому, наверное, вот я так смотрю, что никакой казенной части орудия даже, никакой. То есть, в отличие от десантного отсека, внутрянку башни у нас вроде как делать не стали. Соответственно, открывать, наверное, люки, ну, наверное, особого смысла нет, если только их заткнуть каким-то членами экипажа, да, которого в комплекте у нас нет. Соответственно, вот продолжается деталировка башни. Вот у нас один пулемет тут дополнительный. Вот, собственно, появляются те, наверное, немногие части из фототравления. Это в основном, я так понимаю, забашенная корзинка, которую придется сгибать. Дымовые гранатометы, они все тоже из пластика. Ну, вот, собственно, часть орудия, я так понимаю, вот это подвод боепитания, наверное, автоматическая пушка, я так понимаю, полностью должна быть 20-миллиметровая. Уж не знаю, что там насчет казенной, не казенной части орудий, была ли она вообще. Вот так это все выглядело. Соответственно, финальная часть, это башня соединяется с полностью собранным корпусом. И вот у нас эта самая цепочка металлическая появляется, которая нам дана отдельным элементом, то есть так вот, в принципе, оживит модель. Не часто, кстати, цепочки увидишь в комплектации наборов. В конце инструкции у нас внезапно появляется комплектация набора, который мы, собственно, узнаем то, что мы и так уже знаем, что литники, колеса, вот цепочка и маленькое фототравление, которое полностью у нас отвечает за забашенную корзину. Собственно,
По бумаге еще что остается у нас? Значит, схема окраски. Схема окраски у нас ровно на один вариант. Вот это, конечно, немножко скучновато. Причем этот вариант у нас просто некий зеленый цвет, оливковый, темный, который, как тоже по, скажем так, дурной трампетеровской традиции, абсолютно не привязан ни к какой армии, ни к какому подразделению. И вот сиди гадай, собственно, на службе кого этот, собственно, В-150 и был. То ли это США, то ли еще там 30 различных эксплуатантов. Ну, я не знаю, пулемет чисто по пулемету, я так понимаю, это М240, скорее всего, чисто вот на мой не искушенный взгляд. Наверное, если это М240, может быть, все-таки США. Ну, или не США. Сложно сказать, к сожалению, нам об этом производитель не поведал. Так, надо взять нож. Что у нас по, собственно... Так, для этого нам нож не нужен. Ванна корпуса и... Они практически так интересно, как соединены друг с другом, даже не совсем понимаю, как им это удалось. Так вот, значит, верхняя часть, то есть машинка-то совсем небольшая, в принципе. Верхняя часть корпуса, ну, большая часть отверстий уже сделана за нас, но кое-что там все-таки нам придется подсверливаться. Это, видимо, из-за унификации большого количества вариантов моделей, которые Hobby Boss делает. Такая вот маленькая машинка, она, кстати, по-моему, даже по ощущениям даже меньше второго БРДМа. Ну, если так сравнивать чисто на модельный габарит, очень маленькая, даже меньше, чем я ожидал. Отлито, в принципе, ну, каких-то текстур брони, там вот литые швы вроде как бы симулированы у нас, вот видно, что... Ой, литьевые сварные швы, господи, уже совсем заврался. Да, корпус сварной машины был, вот видно, что, по крайней мере, по некоторым частям они просматриваются, эти сварные швы. Корпус вроде как не перекошен, не поведен, сохранился. Доехал в целости сохранности, ну вот так вот. Днище машины, собственно, нижняя часть и, собственно, ну, полик боевого отделения, скажем так. Ну, тут детализация вообще практически минимальная, то есть днище вообще никак не детализировано особо, если там что-то и должно было быть. Ну, вот так вот, просто такая ровная штука. По идее, сходиться должно быть нормально. Так. Что дальше? Дальше идем, значит, по литникам. По литникам идем. Так. Что у нас, собственно, здесь? В основном все, так как, собственно, корпус у нас полностью в две детали, то по литникам в основном крупных-то деталей-то и нету в комплекте, то есть никаких там тебе стенок. В основном это все касающееся деталировки. Либо внутренности, либо внешней части. Крупный литник, соответственно, в основном, я так понимаю, тут двигательные кожухи двигателя, я так понимаю, какие-то детали внутрянки, рулевое колесо, вот тут рычаги управления, ну какие-то переразмеренные, по-моему, уж очень большие, ну да ладно. Вот это, по-моему, что-то сидушки или что-то такое, там какие-то подножки, тут что-то, вот еще сидушка. В принципе, вот детали дисков половины, по крайней мере, здесь. Ну, в принципе, такой стандартный для трампетера и хобби-босса качество отливок того периода ничем особо не выделяется. Дефектов прям явных. То есть, как бы детализация видно, что такая, ну, такая условненькая достаточно, да. Но отлито, в принципе, вроде все, ну, так качественно, по крайней мере, огрехов на самих деталях особо не видно. Все стандартно для трампетера хобби-босса тех лет. Так, еще пакетик с крупными, собственно, деталями, с двумя крупными литниками. Единственное, всегда узнаешь хобби-боссовские и трампетеровские наборы, потому как они некоторые элементы тщательно заворачивают вот в эти самые демпфирующие вспененные там полистирол, не знаю, что это такое. Да, это, по-моему, активно прям только Трамп с хобби-боссом это делают. Ну что ж, приятно. Значит, такой вот литничек с мелочевкой, деталями рессорной подвески. Вроде бы никаких утяжен проблем на полосках металлических, на рессорах я не вижу. То есть все нормально. Пулемет у нас тут же находится. Соответственно, пулемет у нас неподвижный. То есть они его сделали прямо с
ну как скажем, с станковой частью прям за одну деталь, то есть вот эта штука просто втыкается намертво, вверх-вниз пулемет не подвигаешь. Ну, детализация такая вот довольно слабенькая пулемет, конечно, никакой речи о рассверленном стволе тут не идет, то есть никакого многоразъемных форм, по крайней мере, здесь, ну, здесь нет, а вот здесь, возможно, и есть, потому что вот тут вот такой сложный круглый элемент, не знаю, тут многоразъемность, не многоразъемность, но отлита в одну деталь. Это прикольно. Круглый элемент такой. Ну, вот тут вот множество лючков, как мы уже смотрели, какие-то вот тут кожух чего-то там, уже не помню. Детали мостов, соответственно, с каким-то там выштамповкой каких-то болтов. Ну, какая-то еще шанец тут частично вот такой, ну, лопатки всякие. То есть, ну, в принципе, тоже по трампу. Отливки, то есть, может быть, конечно, тут не какая-то гениальная супер детализация и супер ажурность, но, в принципе, отлит нормально. Так, что у нас здесь? Здесь у нас деталь, это литник, собственно, к этой версии. Башенка у нас, собственно, я, насколько понимаю, все детали башенки у нас здесь. То есть это низ, это верх башни. А вот здесь, судя по всему, вот эта передняя часть, которая вот здесь у нас доклеивается. Я, наверное, не буду сейчас вот залезать туда, это все разрывать. Надеюсь, сложная деталь, поэтому ее, видимо, Трампетер так дополнительно упаковал. Поэтому, ну, надеюсь, там все нормально. Тут, кстати, видим еще один пулемет, абсолютно, по-моему, идентичный первому. Точно так же с станковой частью отлитый, собственно, зацело. Ну, башенки какие-то, я так понимаю, вот частично детали, возможно, с этого литника не используются, так как есть еще версия, я, насколько понимаю, с такой же башенкой, но броневика, но с более крупнокалиберным орудием, но, судя по всему, вот это как раз это орудие и есть. По-моему, 90-миллиметровый калибр, там была версия еще. Вот он, кстати, вот тут, скорее всего, кстати, многоразъемность, возможно, использовалась, потому что орудия даны что 20-миллиметровые из нашей версии, что 90-миллиметровые, они вроде как с отверстиями, то есть они есть, причем у крупного орудия тоже. Ну, кстати, интересует вопрос, можно ли из данного набора, например, собрать 90-миллиметровую пушку. Раз уж они почему-то все на одном литнике, как бы наводит на подозрение, если, возможно, интересно будет посмотреть инструкции версии с орудием на 90 мм, на 20 мм, сравнить, может быть, Трампетер расщедрился и нам всю комплектацию и на 90 миллиметровую версию положил. Но мне конкретно 20 миллиметровый как-то больше нравится, я, наверное, не буду как бы особо этим заниматься, но может каким-то исследователям интересно это посмотреть, потому что 90 миллиметровый ствол в комплекте у нас присутствует. Ну, вот этот маска орудия, судя по всему, с какой-то эмуляцией брезентового кожуха, наверное, что-то такое. Вот это подвод, я так понимаю, боепитания. Тут видно, некоторые утяженки на нем есть. Ну, я не знаю, из чего этот был кожух, судя по всему, из которого снаряды к автоматической пушке подходили. Я даже не знаю, из какого материала, какая у него должна быть текстура, но вот такой он простенький, и на нем видно какие-то уже утяженки, видимо, от времени появляются. Лючки тут всяческие, приборы освещения. Ну, как бы вот, в принципе, пулемет, опять же. Ну, антенны, кстати, по-моему, в инструкции нам даже не рассказывают, что их нужно тянуть из чего-то. То есть в комплекте антенн ни в каком виде нет. Соответственно, ну, стянутые литники или что-то такое там придется изображать и колхозить. Ну, вот это, собственно, часть, которая относится к собственно, башне. Вот, в принципе, достаточно все по-трампетеровски, предсказуемо, типично, без неприятных сюрпризов. И даже, в принципе, орудия сделаны с отверстиями ствола. Так, давайте дальше. Так. Такой некоторый литник у нас с деталями, я так понимаю, в основном корпуса. Пакетики-то, конечно, были такие себе сложные, надежные, я бы сказал, пакетики. Значит, что у нас здесь? В основном всяческие лючки. Тут как бы и сказать-то нечего. Единственное, что вижу, что к вопросу об открывании лючков на готовой модели, по крайней мере, на этом литнике, на всех лючках следы толкателей ощутимые, такие с внутренней части. То есть, если захочется их открыть, то это всем придется бороться со всем этим.
Вот задняя часть, вот не совсем понятно, это похоже на забашенную корзину из пластика отлитую, в отличие от того, что нам предлагается делать ее с фотоотравлением, но для какой конкретно вот версии, если сопоставить ее с забашенной корзиной из фототравления, не совсем уверен, что это для нашей версии, не совсем уверен, что это забашенная корзина альтернативная фототравленная, это вполне может быть и для другой версии, это смотреть уже надо. Ну, в общем, так больше сказать нечего, никакой особенно рельефа тут какого-то супер крутого на люках нет, ну, в принципе, вот лючки, все вроде с лицевой стороны гладкие, нормальные без огрехов, с внутренней стороны с толкателями. Вот так вот. Так... Собственно, это по этому литнику все. Остается у нас немножко совсем. Свалилось. Так. Пакетик с двумя литниками. Порезаться не мудрено этим ножиком. Пытаться разрезать такие крепкие пакеты. Надо в следующий раз будет коврик какой-нибудь подстилать, а то мучаюсь тут, чтобы и стол не порезать, и руки не порезать, и литники не повредить. Так, значит, в основном, да, два литника, я так понимаю, идентичные, потому что здесь ходовка. Так. Собственно, в основном вся мелочевка здесь сосредоточена. Куча всяческих ручек, поручней, ограждений фар из пластика, вторые детали дисков, ну, детализированы нормально, мне нравится. Детали канистр с двух половин. В принципе, ну, кроме того, что будет шов, сказать нечего. Рельеф на канистрах хоть нормальный, прикольный. Еще какая-то мелочевка тут в основном, ну, в основном вся мелочь. Тут какие-то вот коуши, проушины, наверное, для той же как раз цепи, там, которая будет у нас вот висеть где-то. То есть насчет копийности сразу ничего не могу сказать по поручням, ручкам и так далее. Обычно в пластике они, конечно, переразмерены от реальных, но уже заниматься колхозингом там из проволоки или чего-то там еще, это уже, конечно, на выбор каждого. Я лично этим не занимаюсь никогда и ставлю в пластике. Фототравленных альтернатив тут нет. Ну вот мелочевка, как бы литники идентичные, поэтому второй смысла смотреть особо и нет. Литник с пластиковыми деталями, не знаю, наверное, нет смысла особого его вскрывать. Особой прозрачности, так как не самолет, нам от, в принципе, данных литников не требуется. Ну вот видно, что это передние обзорные приборы водителя, вот осветительные приборы тут какие-то у нас много. Ну, прозрачки много, то есть я так смотрю, что прозрачку не пожалели. И все, собственно, что должно было быть стеклом, там бронированные стекла, наверное, у нас реализовано в прозрачном пластике. И этого прям много. Вот. И что у нас, собственно, остается? Остается у нас остается, собственно, совсем немного, а именно пакетик с, собственно, с травлением. И интрига, есть ли все-таки декали, потому что, по-моему, на инструкции и на схеме окраски, по-моему, никаких, собственно, декалей я не видел. Но, может быть, плохо смотрел. Так. Высыпалась эта самая цепочка. Вот такой вот подарок от Sunlight у нас. Редко довольно такую видишь комплектации, но тут прям насыпали, прям оживит модельку. Выглядит забавно. И, собственно, внутри у нас микроплата фототравления в пластике заклеенная, предохраняет от всяких там повреждений и прочей ржавчины. Ну, вот такая вот согнуть корзинку. Ну, в принципе, радует, что хоть это есть, то есть трампетер о нас заботится. И, собственно, это все, да, по доп. Комплектации. Как мы видим, никаких декалей, ни одной декали в наборе нет. Это, пожалуй, наверное, самая
странное, что можно сказать об этом наборе, что он вроде бы как бы в комплектации, ну, не прям сказать, что совсем нищенский бюджетный, но вот какой-то, видимо, трампетер не нашел вариации данного броневика, чтобы, соответственно, добавить к нему какие-то декали. То есть вот у нас совершенно такая машинка должна быть из коробки без опознавательных знаков. Вот такой вот, собственно, броневичок.